Всем привет! У многих, кто интересуется квадрокоптерами, рано или поздно возникает интерес к FPV, так как очень хочется почувствовать это самое ощущение полета, находясь на земле. Те, кто увлекаются этим хобби, подтвердят, что оно очень интересное, но довольно-таки дорогое, по крайней мере на первом этапе, когда у вас нет ни аппаратуры управления, ни очков, а заниматься хочется. И как раз для этого случая компания Beta FPV разработала отличный недорогой набор для начинающих Cetus, в который входит аппаратура управления, FPV-шлем и, собственно, сам квадрокоптер с FPV-камерой. Несмотря на свой маленький размер, коптер имеет бесколлекторные моторы и довольно резвый в полете. В зависимости от вашего опыта можно выбрать различные режимы полета, которые переключаются специальными тумблерами на пульте. Имеется нормальный режим, который подойдет для новичков. В нем коптер сможет зависать на одном месте, если вы отпустите стики. Также в данном режиме полет проходит со стабилизацией по горизонту. Далее идет режим спорт, который отличается от нормального тем, что увеличивается мощность, ну и соответственно скорость квадрокоптера. Далее идет ручной режим, который в FPV среде называют акро. Он подойдет для более опытных пилотов, так как позволит вам управлять полетом полностью безо всякой стабилизации и ограничений. Вы сможете крутить флипы, роллы и отрываться по полной. В каждом из этих режимов другим тумблером можно менять режим скорости, которых существует три: малый, средний и быстрый. Винты квадрокоптера хорошо защищены его рамой, по этой причине дрон не сильно боится столкновений. Кроме того, благодаря своему небольшому весу, всего 33 грамма без аккумулятора, инерция его в полете тоже невелика, что сильно уменьшает риск поломки при столкновении с чем-либо. Но по этой же причине желательно летать в максимально безветренную погоду, чтобы его не сносило ветром. Питается дрон от однобаночного аккумулятора на 450 мАч. Производитель заявляет, что его хватит на 4-5 минут, но это при очень щадящем режиме. Если нормально давать газу, то это время сократится примерно вдвое. Поэтому советую затариться аккумуляторами побольше, чтобы получить максимум удовольствия. Они недорогие и можно сразу выбрать вариант, в котором к стандартным двум аккумам добавить еще 4 или 8. Есть вариант комплектации с зарядником, который сможет одновременно заряжать до 6 аккумуляторов. Это сильно ускорит процесс. Питание на него подается через USB Type-C, поэтому его легко можно взять с собой и заряжать аккумуляторы от пауэрбанка. При критическом падении заряда квадрокоптер автоматически сядет на землю в том месте, над которым находился в данный момент. Поэтому смотрите, чтобы в это время он не летел где-нибудь над водой. Пульт управления простенький, но в то же время достаточно функциональный. Он имеет встроенный аккумулятор на 1000 мАч, что позволяет ему работать до 8 часов. Корпус из приятного эргономичного пластика, удобно лежит в руках. Стики металлические и регулируются по высоте. Помимо перечисленных выше тумблеров, есть еще тумблер включения и выключения винтов, так называемый ARM и Disarm, ну и переключение частоты передатчика. Также вы можете подключить пульт к компьютеру и потренироваться летать в каком-нибудь симуляторе, например, лифтов или каком-нибудь из ему подобных. Теперь о шлеме. Он имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, которого хватает примерно на 2 часа работы. Для тех, кто не в теме, объясню, почему изображение в шлеме такое странное и похожее на пиратские VHS-кассеты из 90-х годов. Дело в том, что сигнал на шлем передается аналоговый, а не цифровой. Отсюда и такое изображение. Сейчас уже существуют очки и шлемы для приема и передачи изображений в цифровом виде, но стоят они существенно дороже. Еще один момент. Так как шлем бюджетный, он не имеет возможности записывать изображение на флешку и предназначен только для того, чтобы принимать изображение с коптера и выводить его пилоту, создавая ощущение полета. По бокам очки имеют отверстия для охлаждения, а также функциональные кнопки для управления. Для удобства ношения место соприкосновения шлема с лицом проложено поролоном, длина ремня регулируемая. Поставляется данный набор в удобном и вместительном кейсе для переноски. Еще раз напомню об аккумуляторах. Лучше в дополнение к тем, что есть, заказать дополнительные, чтобы хватало времени вдоволь налетаться. И еще один очень важный момент. В продаже есть как версия с коллекторными моторами Beta FPV Cetus, так и с более мощными и надежными бесколлекторными Beta FPV Cetus Pro. Будьте внимательны при выборе, не перепутайте. Мне кажется, что производители сделали очень неплохой стартовый FPV набор, чтобы желающие могли за приемлемую цену познакомиться с этим хобби и понять, надо оно им или нет. Также он может служить отличным подарком ребенку, да и не только ребенку в принципе. Ссылки на этот и другие дроны будут в описании под видео. Если ролик был для вас полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Удачи!